Ловил я птичек сегодня с утра, ребята. Ловил, везде ловил, но ни одной не споймал. И решил вам к вечеру приготовить замечательный десерт. Торт птичье молоко. И для этого торта нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, здесь все белоснежная почти что сказка, кроме шоколада, как говорю я. Давайте начнем отсюда. Соль, подсолнечное масло, вода нужна, немножечко молока, сливочного масла, яичек. Дальше что у нас здесь? Желатин, сахар. Я отмерил сразу сахар, 2 порции нам нужно будет. Количество ингредиентов для каждого шага обязательно будет в описании видео. Дальше продолжаем. Шоколад нам нужен будет черный, ребята. Здесь у меня мука, птичье, говорю, хотел сказать уже птичье молоко. Нет, конечно, сгущенное молоко. Ванильный сахар и немножечко разрыхлителя. Все сказал. И формочка нам понадобится, и раздвижное кольцо. Все, больше вроде ничего. Сейчас раздвигаю и пошагово, начиная с бисквита, мы начнем готовить этот прекрасный десерт, торт птичье молоко. И начинаем мы с приготовления нашей основы нижней. Это, конечно, бисквит. Нам нужно сейчас яичко разбить аккуратненько. И аккуратненько отделить белки от желтков. Нам нужны сейчас желтки. Белки нам пригодятся позже. Отделили наши желтки. Немножечко соли. Буквально щепотка, я пару. Сахар обычный и немножко ванильного сахара. Вот так вот, достаточно. Все, ребята, теперь нам нужно взбить до белого состояния. Желточки я беру, чтобы не жужжать вам на ухо. Беру миксер у меня и начинаю потихонечку взбивать. Все, взбил вот до такой консистенции, друзья. Вот смотрите, видите, такая. Ох, консистенция. Добавляю теплого молока. Теплого. И сразу вот даже, вот сейчас ложка даже мне нужна была, знаете, добавлю, чтобы уже запачкал ложку. Столовая ложка масла. Это вот примерно вот столько. Все. Достаточно. Возьму венчик. Уберу это все с ложки венчиком обратно. Показал вам просто консистенцию. Есть. И потихонечку начинаю перемешивать и добавляю теплое молоко. Горячее можно не добавлять. Кто-то добавляет горячее, я теплое. И перемешиваю сверху вниз. Вот так вот. Все. Есть. Сейчас возьму сито. И будем добавлять муку, перемешать надо хорошо. Вернусь к вам, сейчас доберусь до сита и буду перемешивать муку. Взял ситочко, у меня такое вот удобное, чтобы одной рукой вам показывать. Сюда муку, разрыхлитель, количество будет в описании видео все. И потихонечку ввожу, перемешиваю. Вот так вот. Духовочку включили, до 180 градусов разогреваем. И подготовили кольцо. У меня будет сегодня кольцо 22-24 сантиметра. 24 даже, если правильные. И это. И застелили пергаментом низ. Ничем не смазываем. Хорошо перемешиваем. Все. Вот такая консистенция, видите, тесто. Идеально. Взяли формочку, застелили. Нашу смесь высыпаем на форму. И разравниваем лопаткой. В серединку сначала, как всегда, вот так вот все полностью убираем со стеночка. И сюда вот. И тоненьким слоем, ну, полностью разравниваем. Не надо бить, просто разравниваем, ребята. И отправляем в духовку запекать где-то на 15-20 минут при 180 градусов. Все, наш бисквитик готов. Проверяем, конечно, на готовность деревянной зубочисточкой. Если ничего не остается, все шикарно. Отправляем остывать. И дальше будем готовить, как я сказал, вторую основу. Ну что, готовим основную основу, вторую. Ребята, берем желатин. Количество, я же говорю, всего будет в описании. Заливаю холодной водой, 100 грамм воды на желатин. Заливаю. Чуть-чуть перемешиваю. Вот так вот, чтобы перемешалось все вместе с водичкой. И оставляю набухать, пусть набухает. Дальше беру блендер, масло наше растаявшее. На медленных оборотах начинаю немножечко взбивать масло. Вот так вот, потихонечку. Потому что масло раскидается.
Вот, и все. Сбиваем, чтобы оно немножечко так побелело. Где-то минутки 3-4 буду взбивать. Вернусь. Постепенно ввожу сгущенку и взбиваю. Со сгущенкой. Не спеша, чтобы не раскидала сгущеночку. Так, порциями. Ввел в масло сгущеночку. И где-то минутки 5 тоже взбиваю со сгущенкой. Вернусь к вам. Все. Вот этот крем, который мы сбили с маслом и сгущенкой, мы пока отлаживаем в сторону и будем заниматься дальше. Ребята, нам нужно дальше будет сделать сладострастие, сладкую подливку. Сейчас расскажу какую. Наше сладострастие это, конечно, карамель. Сахар. Все, я же говорю, сколько всего. Водичка. О, есть. Включаем. И начинаем уваривать. Все, вернусь к вам, когда приготовлю карамель, а этим временем мы будем еще что-то готовить. Берем наши белочки теперь от тех желточков, которые мы делали. Чуть-чуть сольки и начинаем взбивать. Постоянно уваривая потихонечку. Нам нужно уварить, чтобы с ложки стекало не капельками, а вот единой получается струечкой с ложечки. Проверяйте так. Все, взбиваю белки. Ребятки, вон, посмотрите, уже все почти что хорошо кипит. Отправляю сюда, видите, одной рукой взбиваю белки, а другой ванильный сахар сюда. Все, перемешиваю еще немножечко. До такое состояние, ребята, вот такое желтоватенькое оно начинается, и вы поймете, с лопатки либо с ложечки оно так стекает не капельками, а такой единой струйкой. Ребятки, до пены сбили белочки, наш крахмальчик уваривается, сахар ванильный добавляем сюда. Все, взбиваем дальше. Ребята, постепенно начинаем вводить нашу карамельку, вот такая она, вот такого она цвета, чтобы не попадал на венчик. И взбиваем дальше. Частями вот так вот вводим постепенненько, лучше тонкой струйкой. Вот так аккуратненько, да, вот, и взбиваем. Все, вернусь к вам. Ребята, все, вот смотрите, что получилось у нас до таких пиков красивых. Все, частями вводим нашу масляную основу с сгущенкой. И то же самое перемешиваем. 3-4 подхода. И все перемешиваем. Ребятки, все, пиками растопил наш желатин, мойте на водяной бане, я в микроволновке. И потихонечку так же само ввожу сюда, в нашу смесь. И перемешиваю. Все тщательно перемешаем и вернемся к вам. Ребята, вот такая вот должна быть консистенция, не жидкая, но и не сильно густая. Все, ребята, это все можно облизывать. И мы готовим форму, куда мы будем это все заливать. Все, смотрите, мы взяли колечечко. Все, внизу у нас бисквитик. Выливаем и разравниваем. Вот так вот все, весь бисквитик со всеми ну, то есть нашу массу вторую на бисквитик. Все, выливаем и разравниваем. Все, ребята, перелил вот форму. Такой вот бантик сделал, ребят. Смотрите, можете там не бантиком, можете заклепками. У меня просто, чтобы форма не расходилась, на всякий случай зафиксировал. Вот какая красота у нас внутри. Отправляем в холодное место для стабилизации и будем делать корону после этого всего. У нас тортик «Птичье молоко» стабилизируется в холодильнике. Традиционно анекдот от меня от одессита на кухне. Ресторан. Посетитель читает меню. Говорит, ну вот, говорит, я читаю, говорит, да, говорит, ленивые голубцы, я это понимаю, говорит, а что такое ленивые пельмени, официант? Это суп-лапша с фрикадельками. И наше птичье молоко, тортик стабилизируется.
И мы что делаем? Для глазури нам надо сейчас сделать, шоколад отправить. Можете в микроволновку, я буду на водяной бане. Здесь, я же говорю, количество шоколада всего я пишу. У меня здесь 80 грамм, сразу скажу, на 80 грамм я добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Все, перемешиваю и отправляю на водяную баню топиться. Помешиваем, когда он топится. Приготовили нашу, как я говорю, крышечку, помадочку шоколадную, вот такой консистенции. Выливаю на основу, кстати, вот как застыл наш тортик. Очень хорошо. Выливаю и распределяю по всему торту. Везде, везде, везде. И сразу распределяю. Все, распределю, вернусь к вам не спеша. И готово наше птичье молоко. Посмотрите, какая прелесть. Красотища. Что, ребята, сейчас разрежу, выложу на тарелочку и посмотрим, как он у нас получился. Вот, ребятки, со всех сторон, видите, шоколада много, он даже, когда я разрезал, посыпался на торт. Но ничего страшного, этим тортик не испортишь. Посмотрите, какая красота. Сейчас прямо при вас вот кончик возьму. Оп, видите, как нежненько все. Берем, оп, надеюсь, не отпадет. О, видите, и шоколад есть, и все есть. Вот она, какая красотень. Ну что, пробуем. Ребята, даже внутри в суфле бульбочки, вот как раньше в старом птичьем молоке, лопаются. Это просто прелесть. Шоколад, нежнейшее суфле и внизу нежнейший бисквит. Готовьте вместе с нами. Вам и вашим семьям всего самого хорошего, добра, мира, позитива, с пальчиками, колокольчиками. Разбирайтесь, друзей приглашайте на канал. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.